пожалуйста. This is the director. I need a ranger at this location immediately. The hiss are in for it now. Блять, ты меня напугал. Ты меня напугал. Ну, я так понимаю, это конец, не конец. Сценарий Night Springs 3. Но это я читать не буду. А я второй-то не нашел, по-моему. Мы нашли только первый. Если что, поставьте на паузу. А, нас уже не упустят. Понимаю. Пойдем. Get around them. Lay it on. Какой долгий у них взрыватель. Нет, это тоже мой больше. И ты будешь моим. Бля. Точность моя второе имя. Push them back. Recover. Flank. Cover. Так, это еще не все. И мой рейнджер не умер. Просто красота. Хорош. Хорош. Куда идти только? Чуть не понял, куда идти-то? А, понял. Вент канала погрузочной площадки. Так, а там что? А там что? Не понял. А тут что? А там что? Так много проходов? А, понимаю. Как там ходить, вообще непонятно. Стоит, ждет. Так, новых модулей нам не дали? Случаем. Нахер надо. Давайте все-таки на ракеты поменяем. Хоть и дамажит мало, но они дамажат больше, чем... больше, чем охватка.
скорость метания при зарядке оружия. Это интересно. Стоимость уклонения. Это не надо. Ну, пойдем. Фра Мауро. I knew you'd be here. Сводка по Фра Мауро. Параестественная сущность прибыла на Землю, проникнув на борт лунной миссии Аполлон-14 во время экспедиции к кратеру Фра Мауро, точный момент проникновения неизвестен. Спустя 32 часа после прибытия командного модуля Аполлона-14 на Землю с бюро связался высокопоставленный чиновник из Белого дома и попросил прислать небольшую группу в Центр космических исследований имени Джонсона в Хьюстоне. Прибыв на место, команда осмотрела сущность, а также опросила сотрудников НАСА. Удалось выяснить, что на Землю вернулось 4 астронавтов, хотя в миссию отправлялось 3. Каждый член экипажа настаивал на том, что в миссию они отправлялись 4, хотя никто из них не смог назвать имя 4-го космонавта. Очевидно, сущность каким-то образом повлияла на их память. Сущность была перевезена в старейший дом для дальнейшего изучения. Примечание. По прибытии группы расследований между ними и службой безопасности НАСА произошла стычка. Для прояснения ситуации был вызван мистер... Кто-то, однако, это не помогло полностью снять напряжение. Необходимо более четко разъяснять юрисдикцию и полномочия бюро другим федеральным ведомствам. Так, ну тут, я думаю, и о безопасности. Активировать освещение. Это двигает колонну, а зачем? Я не понимаю. А, теперь понимаю. Теперь понимаю. Понять бы, куда это вставлять. И не сюда. А куда? Блин. Ну-ка, положи. Да, блять. Блин. Блин, уже серия давно идет. Была идея, конечно. В следующей серии пройти или пройти сейчас. Так. Давайте, если это финальная стычка, я надеюсь, что она финальная все-таки.
Эта кнопка, видимо, будет двигать туда, а это туда. Ну да, тут вон стрелочка есть налево, направо. Уйди, пожалуйста. Но опять-таки, я не вижу, куда ставить. Ну давай запулим туда. Ага, пусть там лежит. Doctor, his real heart. Есть убежище. Хорошо. Так. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Блин, еще там. Один, два. Он там, да, остается? Ну пусть там остается. Хер там был. Полиция всех продамажит. Надо еще один блок найти. А где его найти? Или не надо? Ну типа возьму это. Подожди, это куда? Закрыто. Тут нет, да, больше никакого? Нет, больше никакого нет. Где достать? Непонятно.
там есть свет, хорошо. Я думаю, надо все 3 блока найти. Блядь, опять уйдет, да? Ну заебешь. There. One last place for him to hide. Неприятный человек, который забрал верхнюю голову. Хотелось пошутить про нижнюю, конечно, но ладно. Да ёб твою мать. Есть сохранение? Так, подожди, еще, да, было где-то? Судя по всему. Отлично. Расследование Eagle Limited осталось. Блять. А, блин. Так, подожди, а нам куда? А мы где? Нам сюда. Странно, что наш доктор Лэнгстон не вернулся с очередными разговорами. Director, ma'am, great timing. Hartman just came through here. God, he was hideous. He tore the security door into the Bright Falls AWE site wide open. He was so ugly, like, wow. I got a good look at him, and Christ, he does not look like he used to. The hiss must have messed him up or something. He looks like a bar rag that's been twisted by the world's strongest man. Or a monster from some 80s horror movie. You know, back when it was all practical effects? Ugh, nasty. Real Did you say professional, something? Winston. Remember, I can't hear you. Never mind, just go after Hartman. Ah, so disgusting. I've written, rewritten. The darkness wants to hide the past and make me lose my way. I trust what I read on these pages. I wrote them for a reason. Cut through the reality, tear it apart, and rewrite it. They are drawn to the mystery. Хотел кадр поймать на превьюшку. Странно, почему он пропадает в фоторежиме. Stuck. Let's go take care of it.
Ну? Блять. Thank you for meeting with us again, Doctor. Thank you for meeting with us again, Dr. Hartman. It's my pleasure, gentlemen. I hope the information I provided thus far has been of some small use. It's been invaluable, Doctor. Really, we have a much clearer picture of this event, thanks to your accounts. Well, I do consider myself a keen observer of... We did have one question, though. You mentioned in an earlier conversation that your patients displayed, and I'm paraphrasing here, unnatural abilities that you in fact encouraged during their time in your lodge. It'd be very helpful if you could fill us in on the details there. Of course. Like yourselves, I work to understand and even bend the rules of our earthly paradigm. My patient's well-being was paramount, of course, but I would hardly be a man of science if I did not reach out at the underlying truth. As I stated in my written proposal, I believe working alongside your organization could be greatly beneficial to both parties. Sharing notes, as they say. Thank you, Doctor. That's all we need to hear. Remy? Dr. Emil Hartman, you have been found in breach of Codes 4, 8, and 74 of the Federal Bureau of Control Criminal Offense System. What? You can't do this? I am a well-connected man. You're making a dire mistake, my friend. You will be detained until further notice and all personal property will be confiscated, including the Cauldron Lake Lodge. That's preposterous. You can't just seize my property. I'm a United States citizen. I have rights. That lodge is my life's work. I'm offering you years of research. Get him out of here. You're making a mistake. You have to listen to me. You have to listen. Dr. Hartman. It's my pleasure, gentlemen. Сам себя сдал. Блять. I've forgotten again. I had a plan. I know it. I've forgotten. He's coming. I've got to get out of here. Dive deep. Ну что, возьмем Whatever is going on with Wake, he clearly needs some help. Подожди, не откроется? О!
А ключик дать? Нет? Не хотите ключ давать? А. Going mad. Wake had to escape, right? His... The story needed many beginnings, many springs, streams that turned into a river, a flood, and then an ocean. This was one. Wake used the materials he had, the connections he had, the people, the places. Wake put them in to make it true. His wife, the psychiatrist, his city. These connections, like magnets, move things. Alice was a conduit. She'd been in the dark place. The thing that had been Hartman sensed her near, sensed Wake through her. Went berserk, broke loose. Wake made sure Alice was already gone by then. Safe. The more springs, the more the story became real. The more people believed. Cause and effect. It was extremely delicate and hard work. It had to go through the path of least resistance where success was most likely. Where there was a connection already. Wake felt the pressure grow in his head. Going mad. Wake had to escape. Right. His escape. He was already out. He wanted to make it true. Wake needed a hero. A hero needed a crisis. For the part in the story about the government agency, Wake needed something special, something to convey an alien force mimicking human intelligence. Something that can't be translated. Translated. Wake channeled Burroughs and Bowie. He cut up sentences and words. Orange peel. You are home. Insane. He put them in a shoebox. He pulled out the words. Wake created a Dadaist poem. He'd try anything once. Or had he tried this before? Так, ну давайте раз до него дошли, все посмотрим. Darkness engulfed the elevator. There was something there. A presence. Jesse Faden could hear it. A call. It was faint, reaching for her from a dark place. Faden was sensitive to visitations. She had them all the time. From her guiding star and the previous director. She was the perfect receiver. As if she'd been made for this. Faden paused to feel it. The force at play here. It was changing things around her, subtle, trying to make her act. Faden didn't like that. Her guide felt it too. Polaris didn't flare up in defense as with the hiss. So it wasn't all bad. Not a hostile transmission. It was powerful, but it was coming from far away. And made weak because of the distance. It was a distress call. Faden sensed a drowning man. A man desperate to escape. She sensed something else, too. A hunger in the dark. Not unlike the hostile resonance. Waiting. She knew that desperate acts can have grim consequences. It was this, more than the man's despair, that made her follow the call. The elevator lights winked back on. The darkness receded like a memory. There was a new button on the elevator control panel. Investigation Sector. Faden pressed the button. The elevator doors slid shut with practiced bravado. The resonance carves its way through the thing that had been Hartman, vibrating, remolding. The sound changes the darkness, and the darkness changes the sound. They both changed what remained of Hartman. They all turned into something else. A third thing. The sound made darker. The darkness made louder. Hartman was stretched.
stretched as anyone when seen from out of time, like a worm through time. Almost an Ouroboros, a spiral, a maelstrom. The gravity well of a black hole, twisting inward, tightening, taking you deeper and deeper to the bottom, the heart, and through to the other side. The third thing said, when you hear this, you will know you're in new you. He said, we build you till nothing remains. He said, under the conceptual reality, behind this reality, you must want these ways to drag you away. He said, baby, 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 yeah, orange peel. The third thing was a monster. He'd tear apart any ordinary person crossing his path. Now he crashed out of darkness toward Faden. There was nothing ordinary about Faden. I've written and rewritten, deconstructed, reconstructed, experimented with different voices, changed the style, changed myself, forgotten the language, relearned the language. Have I been here before? Gone down this path before? The darkness wants to hide the past to make me lose my way. You must know where you've been to know where you're going. I trust what I read on these pages. I wrote them for a reason. My notes to myself. The only way to make progress, recap, then write more. The style then. Lose the fat. Make it clear. Ugly. Functional. Present. Be blunt. Only the brutal truth. Cut through the reality, tear it apart, rewrite it. Be clever, make them do the work, form the image in their minds, they make it, you just imply. Incept. They're drawn to the mystery, obsessed. You set it up, they put it together. Their interpretation, and there's only one because you give them no choice. And they believe in it, because it's theirs now. Dr. Emil Hartman was desperate. The Federal Bureau of Control had stolen his life's work. This was his last chance, his final experiment, what he'd been too scared to do before. Hartman dove into the lake, was taken, devoured by hungry darkness, became the thing that had been Hartman. Only an echo of him remained, fragmented impulses on autoplay, violent, bloodthirsty darkness in the driver's seat. Emerging from the lake, the thing was captured by the FBC. Brought in, contained, studied. The thing broke loose, killed everyone it could. The FBC fell back and sealed the sector. The thing was alone in the dark, lurking, roaming, waiting. Then something else came. Not darkness, but similar enough. A sound, a resonance. It shouldn't be a surprise. If there's one, why not another? The darkness inside the thing could have been immune, could have resisted, fought, could have been passed by, passed through with no effect. But it didn't, and it wasn't. Maybe it had grown weaker over time, not aged. It was timeless, but weaker with no link to its source. A metamorphosis followed. The thing that had been Hartman went through another change. Escape. Wake needed a hero. A hero needed a crisis. For the part in the story about the government agency, Wake needed something special. Something to convey an alien force mimicking human intelligence. Так. Bright Falls. Если вдруг где-то там когда-нибудь что сделается? Запись прерывается. Я, скорее всего, просто разделю на две части. А то уже слишком длинная запись входит. Так, допрос Элис Уэйк. После того, как Элис Уэйк обратилась в бюро, ее пригласили в старейший дом для дачи показаний 2017 года.
Агенты Шаха Демпси, бравшие показания у миссис Уэйк, выяснили, что якобы ее пропавший муж часто являлся в ночное время в ее нью-йоркской квартире. По ее словам, мистер Уэйк появлялся из ниоткуда и бежал по коридору прямо на нее. Ей показалось, что он при этом выглядел сумасшедшим и пугающим, и однозначно имел по отношению к ней насильственные намерения. Миссис Уэйк уверена, что он ее преследует, и что это уже не Алан, а чертов монстр в его обличии. Опасаясь этих ночных визитов, миссис Уэйк не спала долгое время, и ее попытки не выключать свет всю ночь приводили к тому, что каждую ночь лампочка в вышеупомянутом коридоре лопалась, что предположительно свидетельствует о присутствии кого-то, Уэйка. Требуется дальнейшее расследование. Мы предлагаем установить в квартире оборудование для наблюдения. Копии заявки на оборудование формы L501-4 отправлены мистеру Кирклунду и администрации на утверждение. Another replica. Like the one they made for Ordinary. This is Director Faden. Send a ranger to my position. Let's put him down! Ну пойдем. Включить свет, хорошо. Ты держись рядом. Когда я пойму. Так, вон там один блок. Там один блок. Тут у меня один блок. Только куда их все вставлять? Я пока не понимаю. Вижу там кое-что. Там вижу. Так, а что кнопка делает? Сводка о Брайт Фоллс. Дела. Предположительно, в озере Колдерн, штат Вашингтон, возникла зона соприкосновения. Жители Брайт Фоллс собрались в поле на юге-востоке от города для празднования традиционного ежегодного фестиваля оленей. По словам очевидцев, день выдался солнечным, что подтверждается отчетами о погоде в том районе, но потом совершенно неожиданно в районе фермы Андерсонов разразилась гроза, а из озера Колдерн поднялось торнадо. Проливной дождь, за которым последовал, вызвал ливневый паводок. По словам кого-то, это выглядело так, будто день вдруг сменился ночью. Франк Брикер, шериф Брайт Фоллс, бывший агент бюро, сумел направить толпу в безопасное место, так как место проведения фестиваля было смыто наводнением. Фестиваль был прерван на день раньше положенного. Отсутствие на месте официальных представителей бюро затрудняет квалификацию события, как подтвержденный случай АМС, однако его сходство с другими известными событиями в районе Брайт Фоллс придает достоверность словам горожан. Что сказать граждан? Так, что осталось еще сделать? Включил. Flanking! The gravity well of a black hole. There. Now it's my turn. Oh, Lacey, right. You are pretty rough on the eyes, Dr. Hart. Как ты атакуешь? Как ты атакуешь? Ебать.
Аккуратно. Где? Ну идешь нахер, а? А, блять. Director Faden here. I need a ranger dispatched to my position. Let's do this! Don't give an inch! Engage him! Блин. Ну, что сказать. Чтобы избежать урона в бою, очень важно перемещаться. Ну, я бежал. Я вроде бежал. Однако урон получил. Director Faden here. Dispatch a ranger to this location. Reinforcements are here! Flank those bastards! Push up!
Ну, блядь, ну что ты будешь делать, а? Send a ranger out. Director's orders. Make way for the director. Find an opening. Get around them! Так, из плюсов у меня полное хп, из минусов я не вижу, где второй. Пойдем. Так, 2, 3 стоят, нужен еще один.
Где? Да ты собака, блядь. Блин, подожди. А почему он не восстанавливается-то? Свет. А как мне... Лол, блядь. Ладно. Почему между стадиями нельзя сохраниться? Так было бы удобно. Там вот самое сложное. Да ушел? Блять. Где второй? Так, где доктор Хартман? Ситуация решена. Опять? Ну, серьезно?
Блять, ну серьезно. Сейчас умру так по-глупому. Да, Хартман растянулся. Блин, а как? Я что-то не понял. Как его добить-то? Опять? Ну, сука. Воу, я понял. Это будет бесконечно повторяться потом. Есть чуть-чуть жизни? Чуть-чуть. Блять, ну серьезно. Я его так никогда не убью. Нет, пожалуйста. Где?
Блядь, за что? Так долго это, блядь, проходится. И нельзя никак вообще сохраниться во время стадий. Ох, хорошо. Еле-еле. Hartman won't be a problem anymore, Langston. But investigations need someone to run it. Interested? I've seen what happens to sector heads, ma'am. No, thank you. Ma'am, I'm getting something on my terminal here, an AWE alert from Bright Falls, Washington. But it might be a glitch. The date's all wrong, a couple of years in the future. And we're in lockdown. There shouldn't be any incoming signals. Maybe it was active before we went into lockdown? Are there agents on site? Let me check. Agent Estevez is the field agent in charge of monitoring the site, so she should be there to let us know if the situation has been through any major changes recently. Things set in motion. If the alarm's true, then so is the reason for the alarm. The effect must follow the cause. It's happening again. A return. You have been warned. Фух. Так, куда нам? Сюда? Мы это слушали? These are the notes of Dr. Emil Hartman. These are the notes of Dr. Emil Hartman. I am continuing my work alone again since certain parties were too blind to recognize a golden opportunity. Despite my generous offers, the conversations came to naught. Some people simply do not value collaboration as I do. Though I believe now that it was for the best. The sort of bold, pioneering work that I am undertaking cannot thrive under the shackles of bureaucracy and regulation. I have a history of seeking such partnerships. There was a time when I had hoped Alan Wake and I could collaborate. Together we could have produced art such that the world has never seen. But Wake was stubborn, egotistical. Writers usually are. Disappointing nonetheless. But now, like Tom before him, Wake has disappeared into Cauldron Lake. And this is where my work turns hypothetical. Since he was lost to the lake, Thomas Zane has been observed by various townspeople. This indicates to me that the individuals within the lake are not entirely gone. I anticipate Wake will similarly return one day. While I may harbor some resentment for the man, his raw talent and determination are undeniable. From this, I have concluded that the lake and the dark place within it are not as removed from this world as I previously thought. Given my acute awareness of what awaits within, my meticulous preparations, and my considerable education, I believe myself much more prepared than either Tom or Wake. I should be able to cross into that dark realm with the chance to return as they have. All that remains is the dive itself. It frightens me, I admit, but such is the burden of the truth seeker. I will take my plunge into the dark tomorrow, with only the light of knowledge to guide me. It is time for a breakthrough. Until I return. Вот так вот. Окунулся и не вернулся. Continuing my... We're in this together. This must be where they studied.
Брайт Фоллс, 76 год, дополнение. В день, когда произошел паводок, группа «Старые боги Асгарда» репетировала в поле за пределами фермы Андерсонов, принадлежащей членам группы Одина и Тору Андерсонам. Оба музыканта в тот момент находились в состоянии сильного опьянения, являющегося результатом многодневного распития самогона собственного приготовления во время празднования фестиваля оленей. После эвакуации горожан из затопленного поля к шерифу Брикеру обратилась Фрейя Андерсон, дочь Тора Андерсона, с просьбой проверить, все ли в порядке с ее отцом и дядей. Брикер приехал на ферму Андерсонов и обнаружил, что музыканты живы, но им требуется медицинская помощь. Тор Андерсон был поражен молнией, а Один Андерсон выколол себе правый глаз. Возможно, это отсылка к норвежским богам Тору и Одину, соответственно. Они утверждали, что сражались и доблестно победили темную армию когтистой ведьмы, которая поднялась из озера Колдран. Хотя это и невозможно проверить, но событие имеет отношение к повторяющимся АМС в Брайт Фоллс и на озеро Колдран. А Один и Тор Андерсоны были внесены в список лиц, представляющих оперативный интерес. Hartman. Kinda looks like Dylan's cell. I wonder if they treated him as badly. Да, блядь, серьезно? Откуда? Я еще умру, да, сейчас? Что так жестко-то? Прям вообще жизнь. Блять. Ну, пожалуйста, уже сломайся, блядь, заебешь. Сука, как ты заебала. Ну и где эта хуета? Пиздец. Спасибо, блядь. Блять, что за... Чё началось-то? Почему у вас так много? Я серьезно не понимаю, с чего, откуда? Еще эта хуйня доебалась. Серьезно? Ну и где ты?
Мы еще рейнджер живым. Где это хуета? Хорошо. Откуда, за что, почему? Все сломали. Ну, что за животное, а? Всего лишь почитать хотел. Целых 3 очка есть способности. Левитировать, сила щита, энергия 20. Энергия, ну пусть энергия будет. Так. И что по заданиям, самое интересное? Миссии. Йо! Неприятный человек забрал верхнюю голову, вернуть отправителю, смерть на железной дороге. Еще одна проблема, сжечь тьму. Уничтожить плесень, пролить свет на растения, отражение себя. Да, тут задание, конечно, делать, не переделать. Ладно, давайте на этом закончим. Эту серию поделю на 2. А то я не знаю, сколько уже там, часа 3, может, вышло. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этими 2 видео с друзьями. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч уже в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.